Сегодня готовим барбекю с паприкой в дополнение к предыдущему рецепту, который я тоже советую вам посмотреть. И потребуются нам следующие ингредиенты. Говядина у меня в объеме 150 грамм. Тонко нарежьте мясо говядины кусками 3-5 сантиметра длиной. Теперь нам нужно будет подготовить соус-маринад. Мы должны будем смешать следующие ингредиенты. Соевый соус в объеме 1 столовой ложки. Рисовое вино мирин 1 столовая ложка. Молотый зеленый лук 1 столовая ложка. И молотый чеснок также 1 столовая ложка. Сахар в объеме 1 столовой ложки. Мед 1 чайная ложка. Я использую акациевый мед. И если у вас есть возможность, то добавьте 1-2 столовые ложки свежевыжатого грушевого сока. У меня нет, я пропускаю. Далее кунжутное масло 1 столовая ложка. Черный молотый перец 1/3 чайной ложки, ну или по вкусу, как вы любите. Следующий момент. Лучше всего и удобнее это делать в ступке пестиком. Я использую же толкушку и обычную пиалу. Кунжутные семена пол столовой ложки. Я их просто-напросто таким вот образом перемалываю. Это лучше все-таки сделать для большего вкуса и аромата. Если же не можете перемолоть или не хотите, то просто пропустите. Цельные семена кунжутные не закладывайте. И теперь мы хорошо перемешиваем соус-маринад до однородности. И закладываем в этот соус прежде подготовленное нарезанное мясо. Хорошо все перемешиваем. Массажируя мясо, лучше мешать достаточно долго, где-то 1-2 минуты. И затем мы должны дать мясу настояться в маринаде где-то 30 минут. За это время мы подготовим другой соус. Мы должны залить в кастрюлю для кипячения 150 мл воды, а также соевый соус в объеме 2 столовые ложки с половиной. Также рисовое вино мирин 2 столовые ложки с половиной. И сахар 2 столовые ложки с половиной. Добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. И также закладываем 1 красный перец чили. Можно свежий, а можно и сушеный, что даже лучше. Кипятим это 10-20 минут и затем полностью должны остудить. За это время также мы подготовим необходимые овощи, а именно паприку 1 желтую, 1 красную и 1 луковицу. У меня достаточно большая луковица. Нарезаем кусками 3-5 см длиной. То есть точно так же, как мы нарезали и мясо. Мы стараемся сделать куски паприки и лука как можно более ровной и правильной формы, близкой к квадрату или же прямоугольнику, в зависимости от того, какую длину выбираете, 3 или 5 сантиметра. Лук лучше всего обрезать по краям как можно больше, и если он достаточно большой, большая луковица, то мы разрезаем таким образом и снимаем только верхние первые 1, 2, 3 слоя в зависимости от размера. В общем, чтобы куски лука совпадали с кусками паприки по размеру, а также мяса. И, в общем-то, на этом подготовка овощей у нас закончена. Далее нам потребуются деревянные палочки для канапе, совершенно абсолютно обычные. И мы должны будем надеть на палочки паприку, мясо и лук. Кстати, вы можете использовать не только красную и желтую комбинацию паприки, но и, например, желто-зеленая или красно-зеленая, какая вам больше нравится. Но главное, что мы должны чередовать надеваемые нами ингредиенты. Например, надеваем сначала красную паприку, затем
насаживаем на палочку мясо, затем лук. Вот с луком, кстати, будет труднее всего, будьте аккуратны, потому что он гораздо более ломкий, чем паприка. Затем после лука опять насаживаем мясо и уже под конец другой цвет паприки. И вот что мы с вами получаем. Собственно говоря, барбекю готово уже к жарке. Если куски мяса получились достаточно длинными, то можно обрезать. Но вообще мясо в процессе жарки ужарится, так что вы учитываете и это при нарезке его размера. Теперь, когда все готово, нам осталось только смазать барбекю тем самым соусом, который мы кипятили и который уже остыл. А смазываем мы именно, собственно говоря, овощи, потому что мясо у нас замариновано, то есть паприку и лук. Теперь нам нужно нагреть сковороду с растительным маслом. 2 столовые ложки будет достаточно. Когда масло нагрелось, то мы начинаем жарить барбекю. Делаем мы это на среднем огне. Закладываем столько штук, сколько помещается у нас на сковороде. Но не кладите сразу очень много, потому что нужно будет приноровиться это жарить. Вообще оно на палочках будет достаточно удобно его переворачивать. Нам нужно с вами в процессе жарки несколько раз нанести еще раз соус на паприку и лук, переворачивая в процессе жарки то с одной стороны, то на другую. В принципе, поскольку мясо достаточно тонко нарезано, а паприка быстро готовится, так же как и лук, то я думаю, что больше 2-3 раз вы в процессе жарки переворачивать не будете. Каждый раз переворачивая, еще раз наносите соус на овощи, но в принципе и на мясо можете еще тоже раз нанести. И как только мясо будет готово, то все, барбекю готово, снимаем его с огня. Благодарим вас за просмотр и желаем вам приятного аппетита! Как я и говорила, это видео, оно снято в дополнение к предыдущему видео с рецептом о кимчи из паприки. Эти два блюда идеально дополняют друг друга как по цвету, так и по вкусу и будут очень гармонично смотреться на столе. Приятного вам аппетита!